Недавно на меня нахлынула ностальгия. Вспомнились старые кнопочные телефоны, раскладушки и тут же в голове слоган Hello Moto. А ведь в свое время Motorola были в топе по всему миру. Поэтому я решила сделать подборку 5 легендарных телефонов этой американской компании. Начнем с одного из первых в мире мобильных устройств Motorola – Microtech. Впервые мир увидел его в 1989 году. По меркам тех годов он был легким и миниатюрным, несмотря на то, что весил около 350 грамм. Что касается функциональности, то модель имела встроенный калькулятор, телефонную книгу, конвертер валют, и с ней можно было даже разговаривать по громкой связи. Продажи Microtech длились более 4 лет, и за это время компания выпустила еще 33 различные модификации. Спустя 7 лет вышел второй легендарный телефон Motorola StarTAC. Компания не боялась экспериментов, и это был первый телефон-раскладушка. StarTAC реально компактный. Его было комфортно носить в кармане, чем не все мобильные устройства могли похвастаться. Также он был первым телефоном с режимом вибровызова. Да и аккумулятора этой модели хватало на час разговора от одного заряда. Что ж, теперь от черно-белых дисплеев к цветным. И следующее устройство Motorola MPX200. И эта модель на момент выхода была одним из самых маленьких телефонов за счет встроенной антенны. Он оснащался TFT-экраном с разрешением 176 на 220 точек и работал на базе Windows Mobile. Эта модель без встроенной камеры, но имела калькулятор, календарь, органайзер, пару игр Java и поддерживала передачу SMS и MMS. Аккумулятора Motorola MPX200 хватало на сутки автономной работы. Четвертое в списке реально громкое устройство, которое, я уверена, помнят многие. Motorola E398. В нем был TFT-дисплей с разрешением 220 на 176 точек и камера на 0,3 мегапикселя. Но его фишка в двух реально мощных стереодинамиках, которые были дополнены светомузыкой. Она мигала в такт воспроизводимой композиции или рингтону. Плюс в телефоне есть встроенный MP3-плеер, слот для карты памяти, а для досуга тут заготовлена парочка прикольных игр. К слову, выпускался он порядка 2 лет. И завершает подборку культовый телефон Motorola Razr V3. Из-за тонкого корпуса и обилия металла в сборке он вызывал ассоциацию с бритвой, откуда и пошло название Razr. И в свое время телефон был эталоном дизайна и одной из самых стильных раскладушек. Выделялся он небольшими размерами, да и в толщину был всего 14 мм. Его основной дисплей имел диагональ 2,2 дюйма с разрешением 176 на 220 точек, а внешний 96 на 80 пикселей. Причем, закрыв устройство, с ним можно было делать селфи, видя себя на внешнем экране. Камера снимала фото 640 на 480 мегапикселей и видео 176 на 144 пикселей. В этом телефоне была поддержка Bluetooth 1.2, разъем mini-USB, а также поддержка всех фишек тех времен, начиная от MMS и заканчивая MP3 и GPRS. Питался телефон от аккумулятора на 680 мАч. В дальнейшем появилось большое количество вариаций Razr V3, например, Razr V3i и V3c. Что ж, американская компания лет 15 была в топе и радовала нас своими мобильными устройствами. Но со временем начала нести убытки и была разделена на 2 независимые компании – Motorola Solution и Motorola Mobility. Последнюю сначала купила Google, а в данный момент Motorola Mobility была приобретена компанией Lenovo и выпустила линейку смартфонов, в которой мы уже разбирались. Напоследок скажу, что компания Motorola своими решениями и экспериментами внесла весомый вклад в дальнейшее развитие всей индустрии. Напишите в комментариях, каким первым телефоном пользовались и что это была за модель. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. А также смотрите подборку 5 легендарных телефонов Siemens и Nokia. Пока!